Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать вам две мои самые любимые бюджетные туши. Я пользовалась им уже очень давно. Я знаю, что сейчас многие ищут аналоги брендов, которые ушли с рынка, которые сложно найти или они сильно повысили свои цены. Поэтому я думаю, что вам видео будет интересно. Если это так, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Давайте начнем, наверное, с самой бюджетной туши из двух, о которых я сегодня хочу вам рассказать. Это тушь от Stellary. В целом, у меня было не так много косметики от Stellary, но я видела, что все невероятно хвалят эту тушь. Конечно же, я изначально подумала, что, наверное, прислали на подарок блогерам, и, наверное, поэтому они говорят, что она классная, невероятно работает, подкручивает, потому что, конечно же, цена у нее просто смешная. Я покупала в свое время за 200 рублей, потому что стоила она 299, там был, по-моему, день бренда Stellary, и это было прям, очень дешево, поэтому я зашла в Магнит Cosmetics и поняла, что самое время попробовать. Сейчас я посмотрела стоимость этой туши, она чуть подросла, это 399 рублей, но, как я сказала, не забывайте, что Магнит Cosmetics есть в целом дни, когда у них бывают скидки, они распространяются практически на все бренды, за исключением конкретных позиций, и также бывают дни бренда, где тоже можно достаточно дешево эту тушь приобрести. Что заявляет производитель? Конечно же, он говорит, что это объем, это пышные, красивые ресницы, подкрученные, но здесь, даже если вы посмотрите на саму щеточку, то вы заметите, что она больше у нас, мне кажется, заточена на длину. И, ребята, с точки зрения длины, это просто невероятная тушь. Она, мне кажется, лучше любой люксовой туши, которая у вас была. Поэтому я вам настоятельно советую ее попробовать. Она была представлена в одном черном цвете. И это действительно такой прям, очень глубокий цвет. Подойдет, мне кажется, буквально каждому человеку. Изготовлена она в Италии. И качество очень классное. Честно скажу, что изначально меня она немножко смутила, потому что она была слишком жидкая. И это очень классный лайфхак на будущее. Если вам не нравится тушь, отложите ее на неделю и попробуйте еще раз. Потому что у меня очень много раз такое было, что я крашусь тушью, она пачкает. У меня есть, кстати, видео, где я показывала новогодний макияж, и там просто я намучилась с нею, потому что она была свежая, и у меня просто, конечно, были очень красивые длинные ресницы, но я вся была в этой туши, потому что я, во-первых, не очень люблю работать с такой щеточкой, для меня она сложная. Я люблю вот щеточку, которая будет в следующей туши, которые более-таки объемные, потому что они заточены под объем, и я как-то уже приноровилась, потому что я долгое-долгое время пользовалась только второй тушью. И здесь щеточка мне, кстати, напоминает, очень классная была тушь от Oriflame, она тоже была супер дешевая, 5 в одном, по-моему, называлась, я вам покажу. И долгое время в школе я ей пользовалась, потому что, денег было не слишком много на косметику, и она была прям очень здоровская. Здесь вот такая же тушь, здесь вот такая же щеточка, она мне навеяла какие-то школьные воспоминания, и, конечно, сложно было с ней первое время справиться. Но когда я приноровилась, когда она подсохла, когда она перестала меня пачкать просто абсолютно везде, то это стала моя самая-самая любимая черная тушь. Очень рекомендую. Давайте сейчас посмотрим. Я специально не накрасила ресницы, и давайте даже проверим, насколько отличаются туши, похожи они друг на друга или нет. Мы один глаз накрасим тушью, которая работает все-таки на длину, как я считаю, от Stellary, и второй моим секретным ингредиентом, о котором я чуть позже расскажу. Что, приступим. Как я уже сказала, у меня тушь такая полежавшая уже немножко, это уже второй, кстати, бутылечек, поэтому сейчас будет нам комфортнее ею пользоваться, она не должна как-то сильно нас с вами изуродовать, скажем так, испачкать. Поэтому давайте начнем с этого глаза. И мне кажется, что прям сразу видно, я практически еще не начала оформлять глаз, но посмотрите, насколько она работает на длину, как она их разделяет, ресницы просто невероятно с этой тушью. Немножко сейчас лукавила и поправила ресницы с помощью щетки, но я думаю, вы сами видели, что ресницы изначально были очень сильно, такие разделенные, красивые, удлиненные. И я не так, чтобы долго сейчас ею красилась, то есть если у вас есть цель сделать какие-то невероятно Барби ресницы, то можно еще посидеть, еще раз окунуть тушь, накрасить и так далее. Посмотрите, насколько проработана, прокрашена ресница. Все это смотрится очень естественно, красиво. Мне кажется, она не сильно прибавляет объем, хотя в целом, мне кажется, с точки зрения объема глаз тоже как-то увеличился. Но что мне очень нравится,
это длина ресниц здесь невероятная. Ну, то есть, правда, каждый раз, когда я в этой туши, мне пишут в Инстаграме, спрашивают, да, после видео в директе, что это такое, что на твоих глазах. Так вот, друзья, на моих глазах тушь за 300 рублей, сейчас это уже 400. Stellary Like a Star. Очень сильно советую, мне кажется, для бюджетной туши прям здорово. Поэтому бегом Магнит Косметикс, они практически все рядом с вашим домом. Я думаю, будете очень довольны. К вопросу, как ведет себя эта тушь на протяжении дня, то здесь тоже уже полностью несколько раз этот тест-драйв тушь прошла, она остается на вашем глазе, у вас нет каких-то отпечатков, она не осыпается, и даже если очень жаркая погода, ну, это прям нужно постараться, чтобы она у вас где-то там, да, оставила отпечаток. Главное, что когда вот первое время достаточно водянистая, это научиться ею пользоваться. Ну, говорю, вот оставьте ее буквально на неделю, она будет просто супер, потому что первое время она пачкает вас и когда вы краситесь, и она пачкает, когда вы носите ее вот первые буквально 2 секунды, потому что она очень была свежая, влажная, но это даже хорошо, потому что это лучше, чем купить засохшую тушь. И сейчас вы видели, я не подправляла макияж, по-моему, меня буквально там в одном каком-то месте я задела, но это можно тоже очень быстро убрать с помощью ватной палочки. Вы знаете, что если вы где-то напортачили с точки зрения туши, то мы это оставляем, сразу не трем, потому что если потрем сразу, то сразу же будут разводы. Мы оставляем, спокойно продолжаем собираться, надеваем аксессуары и все прочее, и потом уже опять возвращаемся к туши, и тогда очень легко ватной палочкой, не мокрой, даже сухой, да, это очень быстро удаляется, и главное, что разводы не остаются. И вторая туша, которую я хочу показать, но, честно говоря, наверное, ее нужно было поставить на пьедестал, потому что я ей пользуюсь буквально уже 8, 7, 6 лет, не знаю, когда она была представлена у бренда, но очень долгое время, то есть университет, работа, сейчас я ей пользуюсь. Так вот, недавно я перешла на Stellary, но эту тушь тоже не забываю, она потрясающая. Это тушь от Maybelline Lash Sensational. Мне кажется, что сейчас все вспомнили, что, наверное, у кого-то она была. И этот оттенок, можно сказать, уникальный, потому что относительно недавно был представлен бренд. Это оттенок бургундия. Он такой коричневый, немножко даже какой-то винный уходит и очень красиво смотрится со всеми этими медными макияжами, которыми я в последнее время увлекаюсь. Также, конечно же, у меня был черный аналог этой туши. Видите, что она достаточно такая старая, я уже ей не пользуюсь, я оставила ее чисто для таких, скажем так, видео, что что-то там закончилось, что-то я очень сильно люблю, но действительно уже ею не пользуюсь, но вот сохранила, чтобы вам показать. Конечно же, там есть черный оттенок, иногда там есть экстра черный, обычный черный, но сегодня я хочу вам рассказать о героине просто осени и зимы 20, 21, 22. Это вот этой туши в цвете бургундия. Потому что когда я увидела, что они представили тушь бургундии, я подумала, что мне это срочно надо, потому что я как-то еще 3 года назад присматривалась к туши от Saint Laurent, она тоже была в бургундии, я даже думала, что я готова потратить эти деньги, там 2-3 тысячи рублей, но тогда читала отзывы, все писали, что она очень быстро сохнет, и для туши за 3000 рублей, которая высыхает за 2-3 месяца, ну, это немножко не супер. Поэтому, когда я увидела, я поняла, что, блин, все совпало. У меня медные оттенки, Maybelline такой, да, Шок, ты любишь нашу тушь? Держи. Вот, поэтому здесь прям супер попадание в мое сердечко по ценовому диапазону. Помню, что раньше она была в районе 500-600 рублей, сейчас я проверю, это 600-700 рублей, но, как мы знаем, конечно же, когда есть скидки, когда есть акции, можно купить дешевле. Поэтому я поставила так цену, ну, рублей 500. И мне кажется, что это тоже очень консервативно, очень классно, и в целом может позволить себе каждый. Главное, пожалуйста, не забывайте, что тушь нужно менять время от времени. Даже если она у вас не засохла, то примерно 3 месяца это такой хороший период, чтобы вашим глазкам было неплохо и никакие микробы не были туда занесены. Сейчас хотела посмотреть, сколько она в открытом виде, она должна находиться, наверное, порядка 6 месяцев, да, вот 6 месяцев от вскрытия, то есть это то, что нам советует производитель, но лучше вот 3-4 месяца, тогда точно все будет в порядке. И, кстати, такая частая тема, мне кажется, если вы смотрите трэш-обзоры, если вы смотрите, когда приходят с проверками в салоны красоты, то там все утверждают, что в туши есть консерванты, и за счет консервантов в туши не распространяются бактерии, все эти вредные организмы. Друзья, наверное, частично это так и есть, но я смотрела исследования, смотрела анализы, и это работает до того момента, пока у вас не испортилась тушь. Поэтому, пожалуйста, если у вас испорченная косметика, особенно если это то, что вы наносите на глаза, на слизистую, на губы, то, что действительно может как-то вам повредить, лучше избавиться, купить что-то новое. Да, вот это такое легкое лирическое отступление, что в туше, даже если в ней есть консерванты умирают, когда умирает наша тушь. Поэтому здесь, пожалуйста, тоже осторожно и лучше все-таки следить за нашей безопасностью. Давайте все-таки вернемся к туше и посмотрим на нее. Здесь такой стандартный бочонок, который круто подкручивает, круто дает объем, и мне он очень сильно нравится. Вот как в прошлой туше я вам говорила, что там все-таки больше на длину, здесь видно, да, что вот она такая пузатенькая, она прям предназначена на то, чтобы вы прокручивали
подчеркивали ваши ресницы, придавали ей объем, и мне просто безумно она нравится, удобная, и поэтому вот предыдущей щеточками все-таки было сложно пользоваться, потому что я привыкла к этой. Она очень классно прокрашивает, она просто, невероятно работает, поэтому давайте посмотрим ее в деле, и главное, что мне нравится оттенок, очень деликатный, то есть это все-таки бордовая история, но история, которая еще дает какой-то, да, нам все равно черный цвет. Кстати, есть много, да, там вот тех людей, которые любят яркие, сочные такие ресницы, они говорят, что сначала нужно черной тушью прокрасить, потом уже яркой, потому что так будет лучше оформлен ваш глаз, особенно когда зеленые туши, синие, то есть тут действительно должна быть какая-то черная, да, подводка у вашего глаза. Здесь все отлично, то есть я не наслаиваю черную, потом бордовую, то есть бессмысленно, все и так хорошо работает. Давайте посмотрим, как она наносится, как она выглядит и вообще какой эффект у нас получается. Ну вот эту тушь, конечно, просто любить и обожать. Я даже не буду использовать мою щеточку для того, чтобы, да, ресницы как-то разделить, потому что предыдущая тушь, она действительно нуждалась в этом. А здесь все разделяется прекрасно с помощью щеточки нашей родной. Что могу сказать? Оттенок этот просто... Вау, просто сногсшибательно. Сейчас у меня медные тени, и, конечно, я думаю, камера будет тяжело передавать разницу в оттенках, но, тем не менее, здесь такой небольшой бордовый шлейф, и он очень красиво выглядит в жизни. То есть, если вы в жизни там на свету это все сфотографируете, то вы увидите, что это действительно бордовый цвет, и это смотрится очень красиво, особенно к зеленым глазам, к карим глазам, к золотым макияжам, к медным макияжам, красным. То есть, за цвет отдельное просто спасибо, очень здорово. Что касается, как работает тушь на ваших ресницах, то здесь тоже, да, история, конечно, немножко сейчас сложно сравнивать, потому что на черной туши будет более очевидно, потому что они более яркие, но, тем не менее, здесь тоже все прокручено, здесь хороший объем, здесь все супер длиной. И, как я уже сказала, можно еще дольше сидеть, это все подкручивать, накрашивать. Можно, да, вы знаете, есть такой метод, как вы подставляете тушь и проворачиваете ее, да, вот так визажисты красят, обычно очень часто, там пачкается, это все убирается, но сегодня я решила просто по традиции стандартно так накрасить, чтобы не заморачиваться. Но я думаю, вы видите, что обе туши просто потрясающие, и они стоят своего каждого рубля. Хотя здесь, наверное, некорректно так говорить, потому что они достаточно бюджетного сегмента, каждый может себе позволить, и вот очень советую к ним присмотреться. Ну что, друзья, наше видео подошло к концу, а значит, нам пора прощаться. Спасибо огромное, что смотрели его до конца. Надеюсь, что подписались на канал, написали комментарий и поставили колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пожалуйста, расскажите, какие ваши любимые бюджетные туши, понравились ли вам туши, о которых я говорила сегодня. Возможно, у вас уже была одна из этих тушей. Буду очень рада вашим комментариям. Спасибо еще раз и до новых встреч!